Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 21 по 27 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, любой прогноз, лишь прогноз, не может служить основанием для принятия важных решений. Но я так думаю, мы с вами приятно проведем время, и какой-то все равно свой инсайт вы обязательно получите. Давайте узнаем, что для вас будет важным, актуальным на этой неделе. И надо сказать, удивительная неделя тем, что с одной стороны 5 планет у нас находятся в ретро-движении. Но с другой стороны по 25 августа у нас есть трин Венеры Хирон. А Хирон — это у нас израненный целитель. Вопросы, может быть, пересмотра своих собственных планов. Где-то есть такой момент, когда уроки с деньгами, как обращаться, да, или какой-то пересмотр именно финансовой какой-то своей политики, такое тоже может проиграться. Раны прошлых отношений мы можем залечить окончательно и больше не оглядываться назад. То есть много позитивного на этой неделе также может быть, но 50 на 50. Давайте посмотрим, что думают карты на эту неделю. В целом, либо оценка ситуации, либо что нам важно знать, какова эта неделя для вас, тельцы. Чего не избежать или возможные неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать, а что нам будет помогать. Что от меня скрыто, что я могу сейчас не видеть. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес. Каковы финансы на неделе и личная жизнь. Итак, что же будет важным? Много информации, работать с информацией и информационный хаос. Самое главное — не реагировать эмоционально. Самое главное — иметь пространство для маневра, отступить полшага назад, не принимать что-то близко к сердцу и, знаете, так холодным умом проанализировать. И более того, по этой карте, знаете, пройдет время, и многое, точнее, из этой информации, что будет услышано на этой неделе, на самом деле будет правдой. То есть фейки сами по себе могут проходить по этой карте, потому что вот это информационный какой-то водоворот. Это утром пришла одна новость, в обед другая, вечером к нам может прийти та, которая отменит вот эти две предыдущие. И с чем-то, если основываться или пропускать через себя вот этот эмоциональный мусор, мы можем где-то растеряться. Но прислушиваться все-таки карта рекомендует, потому что кто-то может проболтаться, или мы случайно можем узнать какую-то тайну, или что-то проанализировать, как услышанную информацию, переложить словно на свою ситуацию и найти, или, по крайней мере, найти, наметить какой-то выбор, выход из создавшегося положения. Но не относиться слишком серьезно. Будет, наверное, очень важно не дать себя втянуть в какие-то распри, кстати. Мы можем оказаться, когда кто-то спорит. Здесь вообще не время для спора. Эта карта советует одно: хладнокровно воспринимать все то, что мы слышим, видим, и быть больше сторонним наблюдателем. Вот это для нас будет, наверное, в плюс. Чего не избежать? Вопросы, связанные, может быть, с детьми, кстати, паж жезлов, или это какое-то ваше начинание, может быть, новое, или какая-то коррекция в вашей работе, или просто информация какая-то к нам приходит. Вот с учетом пятерки жезлов информации много, но как минимум одна будет для вас иметь значение. Видимо, что-то нам придется учитывать и с каким-то как минимум одним вопросом для себя словно траекторию на будущее прокладывать. Но пока это только самое начало. Может быть, наше предположение или само по себе желание решить конкретную тему, конкретный вопрос, какое-то дело, с чем-то определиться. Но пока не время определяться на этой неделе, вряд ли. А вот то, что мы можем просто собирать или работать с информацией, да, с учетом того, что есть, что нас вдохновляет. Может быть, какая-то, как предложение к вам может поступить, которое, я бы сказала, следует рассмотреть. Или обстоятельства жизни, как могут быть внезапно открывшиеся возможности. У кого-то может и там проиграться.
Ну, а у кого-то, повторюсь, вопросы, связанные с детьми. Чему сейчас не время? Не время собираться в поездку или буквально куда-то отправляться. Не время строить какие-то долгоиграющие планы, правда? Шестерка мечей, прекрасная карта, это заслуженного успеха. Но это тот успех, который мы как будто первые шаги только сейчас делаем на какую-то далекую перспективу там, да, или меняем коней на переправе, кстати, мои дорогие тельцы. Вот этому тоже сейчас не время. Не время, как вот буквально перемещаться куда-то далеко или окончательно словно отплывать от берега, кардинально что-то рушить, менять. Эта неделя идеальна для того, чтобы адаптироваться к тому, что есть по факту сейчас. Здесь мы не меняем наши планы, не рвем какие-то резко отношения. По этой карте мы не поворачиваемся как будто спиной пока к прошлому, правда? Видимо, нам нужно что-то еще, может быть, закончить, завершить, какие-то последние аккорды проставить на этой неделе. События в последующем будут меняться. Подождите, мои дорогие тельцы, у вас потому что буквально с окончанием августа, это произойдет 29 августа, когда Уран в вашем знаке уйдет в ретро-движение. И там, хотим мы или нет, будет меняться наше мировоззрение. И пробудет ретро-Уран в вашем знаке вплоть до 31 декабря. И еще и в сентябре присоединится Юпитер, тоже в ретро-движении с 4 сентября. И будет до окончания года. Вот там как раз будут происходить, как сами по себе возможны геополитические какие-то изменения, изменения в структуре, изменения в каких-то правилах, в каких-то, может быть, условиях, понимаете? И вот в связи с этой данностью нам придется учитывать это и словно адаптироваться по-новому. И выиграет это как раз тот, кто сумеет быть более гибким. И вот эта самая гибкость на потом, она будет для вас очень важна, особенно для вас. Не настаиваем на своем. Мы тут скорее будем применять те методы, которые прежде думали, нет, я так никогда не поступлю. А вот, может быть, и придется. Потому что что-то меняется в реальности. Поэтому это может быть как на неделе, с 21 по 27, как генеральная репетиция чего-то. Но если мы говорим, самый хороший аспект – это трин Венеры к Хирону, вот как раз, знаете, принять изменившиеся условия или какую-то реальность, вот ее принять такой, какая она есть. Не думать, что вернется какое-то прежнее время. Нет, этого не произойдет. Здесь себя где-то перестроить будет очень важно. Но вот как раз с учетом этого израненного целителя, точнее с образом по Хирону израненного целителя, принять, что да, перемены, они неизбежны. Что нам будет помогать? Император. Есть человек, может быть, вполне вероятно, который вам помогает, и тогда по этой карте тут действительно может быть, как мы можем, у нас есть как будто тот важный человек в нашей жизни, которому мы можем доверять и на которого мы можем рассчитывать. Иногда по этой карте проходят возможности, что нам будет помогать. Помогать, может быть, закон будет. По закону что-то оформить быстрее, может быть, получится. Или если не быстрее, то вполне вероятно смена каких-то законов. Может быть, выход подзаконных актов. Нам помогает, когда мы признаем структуру, иерархию, где-то не перепрыгиваем через голову. Все-таки император это и есть власть. И когда мы признаем власть, это нам тоже помогает. Где-то, когда мы не торопимся, это нам помогает. Когда мы, в общем-то, свои обязанности не перекладываем на чьи-то плечи и готовы к тому, что постоянно будет меняться обстановка. Вот император, он знает, что у него есть какой-то свой план, намерение, цель, будем говорить так. А то, что вокруг нас, обстоятельствами это можно назвать, это будет постоянно в каком-то
непрекращающимся изменений. И вот император, он готов с учетом этого где-то корректировать свои собственные планы. Ну, значит, если нам это помогает, и мы должны быть где-то адаптивны и гибкие. Это нам будет тоже где-то помогать. Но признаем, повторяюсь, как и закон, так и иерархию. Что от нас скрыто? Да ничего не скрыто. Мы просто сами себе какой-то хандры можем добавить на неделе. Может быть, из-за того, что как-то идет не так, или нет в чем-то четкости, ясности. Что нам может помешать? Вот я буквально скажу, по 4 кубков, когда мы встали не с той ноги. Да, вот по какой-то причине пришла хандра. Или пришли какие-то воспоминания, или ненужные мысли. Или вдруг нам вспомнилось былое и думай, что там когда-то с нами произошло. Нет того, что скрыто, есть только препятствия в нас самих, если мы где-то себе пессимизма добавим, мои дорогие тельцы, все, других значений нет. Дела, работа, бизнес, но здесь будут изменения. Правда, нам придется где-то себя перестраивать, хотим или нет. Есть что-то, что меняется в пространстве, в условиях, в законах, повторюсь, в каких-то правилах, регулировках или какие-то события в обстоятельствах нас окружающих. У каждого здесь по-своему проиграется. Но с другой-то стороны, карта прообраз тюрьмы, все же башня. И это то, что нас сдерживало прежде. Скорее всего, благодаря тому, что есть какие-то перемены, но то, что служило нам препятствием, здесь может быть разрушено, и мы как раз можем что-то осуществить. Для кого-то может означать именно это. Может быть, раньше служило каким-то барьером, а теперь мы получим известие о том, что нет этого барьера. Или иногда по карте башни проходят обстоятельства непреодолимой силы, ну так значит, мы тоже можем опереться с одной стороны на какие-то положения, законы, или что-то мы можем отправиться и решить в хорошем смысле, может быть, у представителей власти или у чиновников высоких. Как будто в нашу сторону тут здесь будет больше плюсов, но и принять как данность. Мы тоже что-то должны, чего-то мы не сможем избежать. И, скорее всего, если мы, допустим, думали действовать одним каким-то методом, вполне вероятно, на этой неделе мы поймем, что, придется вносить какую-то коррекцию. Или в целом мы принимаем, что сейчас эпоха перемен. И так тоже может быть. Что в финансах? Карта сила. В финансах благополучие. И я бы сказала, у кого-то может совпасть вот эта карта башня, 2 старших аркана у вас выпадает на работу и на деньги. И это взаимосвязано. Значит, какие-то прежде, как препоны, какие-то преграды, скорее всего, рушатся для вас, открывая по заработкам новые возможности. Но эта карта силы, это вы будете ресурсны, мои дорогие. Но о чем говорит карта? У нас молодой человек как будто палкой заставляет льва подчиниться. И я сказала, что вот в эту неделю как раз мы особенно пересматриваем свое отношение к чему-то. И своего рода смерть эго тоже может проигрываться, когда мы, не просто это на нас кто-то давит, а когда мы сами себя вторично заставляем где-то измениться. Смерть каким-то прежним шаблоном происходит, понимаете? Потому что реальность изменилась, и нам приходится быть гибче. И тогда мы наиболее ресурсны, и тогда нет предела тому, что мы себе наметим, у нас получится совершить. Какой-то прорыв все-таки предусматривается. Или возможность последующих очень таких глобальных перемен для вас в плане финансов. И это правда. Ваша ресурсность от начала до конца. В личной жизни, вы знаете, не такой, точнее, большой срок, 1 неделя, по 9 мечей, мы тут сами себе каких-то страхов можем нарисовать. И я так понимаю, что вот эта 4 кубков, когда я сказала хандра, встали не с той ноги, вот очень в тему и 9 мечей, потому что это карта ночных страхов. Буквально что-то приснилось, что-то мы сами себе надумали, нарисовали каких-то мрачных картин, потом в них поверили, и в итоге мы оказываемся во власти своих
своих каких-то предубеждений, а нам говорят об адаптации, о принятии каких-то новых условий, о том, что мы находимся, правда, в каком-то пороговом значении перемен. Тут не время этой глубокой философии. Не, если есть где-то недопонимание, ну так это такой период сейчас, значит, нам помогает, когда мы более гибче, когда мы где-то можем, ну так обуздать свое эго, когда мы больше настроены на сотрудничество, на то, чтобы, может быть, прежнюю какую-то историю со знаком минус завершить, а не еще раз в нее окунуться и где-то начать что-то анализировать. Если таковые имеются, у каждого есть какие-то переживания. Вот на личную жизнь здесь нечем переживать. У вас сейчас как раз что-то очень стабильно, но мы же можем себе надумать, мы все люди. Поэтому самое время где-то преодолевать страхи. И вот вы можете просто прочувствовать, ретроградный Уран – это и есть как раз преодолеть свой собственный страх. И вы просто можете чувствовать немножко раньше, загодя, вот эти астрологические явления. И не поддаваться грустным мыслям для вас будет задача номер раз, потому что что-то очень важное будет стоять на кону. И даже если есть какая-то неразбериха, поверьте, мои дорогие тельцы, это просто неразбериха. Все отстроится, и все будет ровно так для вас хорошо, как вы сами где-то себе бы для себя этого хотели. Но это будет в других где-то энергиях. Мы будем действовать совершенно по-другому. Поэтому выработка гибкости и адаптации на этой неделе задача номер 1. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.